Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Здравствуй, YouTube! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом квашеных баклажанов. У меня вот такие вот маленькие баклажаны. Здесь у меня ровно 1 килограмм. Конечно, очень мало, я вам советую покупать сразу больше. Отрезаем кончики. Надрезаем баклажаны вдоль, не доходя до края, примерно 1,5-2 сантиметра. Так мы поступаем со всеми баклажанами. Здесь у меня 1,5 литра воды. На 1,5 литра воды 2,5 ложки столовых соли. В кипящую воду опускаем баклажаны. Доводим до кипения и кипятим 2-3 минуты, больше не надо. Воду слили, баклажаны немного остудили, и теперь нам нужно их поставить под гнет. Я это делаю так. Мне это очень удобно, на противень стекает лишняя жидкость, очень удобно потом помыть. И так они у меня будут стоять 6-7 часов, а я тем временем подготовлю чеснок. Чеснок я заливаю горячей водой, примерно на час оставляю, потом он очень легко и быстро чистится. Маринад. Пол-литра воды, 10 штук душистого горошка, 3 лавровых листа, 1 столовая ложка соли. Ставим на огонь, доводим до кипения, кипятим минут 5-10 и оставляем остывать. Чеснок я почистила. Его нужно вот так мелко нарубить. Рецепт очень простой. Здесь у меня пучок сельдерея. Я возьму половину пучка и также его мелко накрошу. Этой смесью нам нужно начинить наши баклажаны. Перекладываю баклажаны в глубокую емкость. У меня и такая 3-литровая кастрюля. Слои пересыпаю оставшимся чесноком и сельдереем. Заливаю маринадом остывшим и под гнет на 3 дня в теплом месте. И наши баклажаны готовы. Можно хранить в той же самой посуде, где они квасились, а можно переложить в стеклянную посуду. Залить тем же самым маринадом. И в холодильнике они хранятся 2 месяца. Если вы хотите сохранить их на всю зиму, то маринад, в котором квасились баклажаны, доведите до кипения. Залейте баклажаны этим маринадом и добавьте аспирин из расчета 1 таблетка на 1 литровую банку. И такие баклажаны хранятся всю зиму. Согласитесь, что это очень хорошо без уксуса, без консервации, без стерилизации, по старому рецепту, который зря забыт. Я поставлю в холодильник. Всем спасибо за просмотр, приятного аппетита и до новых встреч!